Всем привет! Я Виафа, и это первый урок по спайну. Вот так выглядит окно спайна. Кто-то знает, кто-то нет. Спайн – это программа для скелетной анимации растровой графики. Слева вверху мы видим меню с надписью логотипом Spine, где можно создать, открыть проект, недавние проекты, также сохранить проект и сохранить проект, если он еще ни разу не был сохранен. Можно создать новый скелет, импортировать проект, импортировать данные проекта, это отдельно будет урок. Также насчет экспорта. Все это постепенно будем изучать. Начнем с простого. Кости. Справа у нас имеется вот такая вкладка, которая называется дерево. Дерево нашего скелета. Вот я его свернула. Открываю. Что имеет скелет? Скелет имеет самую основную корневую кость root, так сказать, кость нашей оси координат. Дальше разные возможные наполнители и анимации, но это все по порядку. Сейчас мы рассматриваем создание кости и что мы можем с нею делать. Слева внизу на панели кнопка «Создать» с нарисованной костью. Кость существует двух типов. Точечная – это если вы левой кнопкой мыши просто нажмете один раз. Вот такая косточка. И также есть кость скелетного плана. Чтобы ее создать, нужно нажать, зажать левую кнопку мыши, вести мышкой. Тогда у нас получится вот такая длинная кость, которую можно длину регулировать на построении. Также ее можно регулировать в процессе, когда она уже создана, инструментом преобразовать. Тот, который за перемещение отвечает. Вернемся Ctrl-Z командой в исходное положение. Выбираем самую основную кость root, корневую, и создаем первую кость. Это будет наш торс. Дальше мы создадим ноги. Соответственно, у нас должна быть выбрана именно та кость, к которой мы будем привязывать следующую. В данном случае у нас торс. И для того, чтобы нам построить вторую ногу, мы выбираем опять торс. Если вдруг мы хотим создать, например, точно так же руки, и мы забыли выбрать кость торса, и просто сделали вторую руку, ничего страшного. Мы можем выбрать нашу кость, нажать в правом нижнем углу кнопку «Задать родительскую» и выбрать необходимую кость здесь, на рабочем поле, либо в дереве скелета необходимую кость. Теперь она у нас привязана туда, куда надо. Также я люблю подкрашивать кости. Это очень удобно для использования, когда костей очень много. Вот у нас есть торс, и я его крашу в ярко-розовый цвет. Другие второстепенные кости, через Shift выбирая, мы можем их покрасить в какой-то другой цвет. Например, это будет оранжевый цвет. Мы сразу видим, что у нас скелет точно так же покрасился. И когда у нас кости свернуты, мы видим главные. Но если они у нас все развернуты, нам легче ориентироваться, когда они подкрашены, какая есть главная. Когда у нас все свернуто, но нам нужно быстро развернуть наш скелет и не тыкать по каждой косточке вот так отдельно, чтобы развернуть и добраться до нужной, здесь именно в дереве скелета, то мы можем нажимать правой кнопкой мыши. Если мы правой кнопкой мыши нажали на, допустим, корневую кость root, то полностью все дерево раскрывается. Полностью. Если также правой кнопкой мыши мы нажимаем еще раз, то она точно так же полностью вся сворачивается. Переходим к возможности анимации. Выбираем инструментом «Преобразовать» необходимую нам кость, например, бедро.
И здесь мы можем ее вращать, инструментом повернуть, перемещать, инструментом переместить, масштабировать и также искажать. Есть инструмент поза. Она действует так же, как повернуть на одну кость. Убедитесь, что когда вы пытаетесь заанимировать, у вас появляется вот такая красная точечка. И если мы применяем позу на несколько костей, мы можем выбрать через Ctrl еще одну кость и посмотреть, что будет. Наша нога может идти. Создам еще более сложный скелет, например, змеи, чтобы показать больше возможностей. Вот, допустим, скелет змеи. Через Shift в правой вкладке дерева скелета я выбираю первую и последнюю кость нашего хвоста и выбираю инструмент позу. Что происходит? Если я выбираю не этот инструмент, а инструмент повернуть, смотрим, что будет в этом случае. Теперь мне этот хвост не нужен, и я его удалю. Кнопкой Delete, выбрав кость, я ее удаляю. Также можно удалить здесь, на кнопку нажать Delete. Так, ну, надеюсь, вам было интересно со мной. И дальше я буду показывать вам работу с картинками. Пишите комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!